Вой, раздававшийся из ямы, рвал душу. Иван не мог пройти мимо. Браконьеры совсем обнаглели, повсюду ставили капканы и петли. Они понимали, что одному леснику сложно за всем уследить. Иван вырос в этих местах. После армии вернулся ненадолго, да мать приболела, не мог ее одну оставить. Невеста, которая ждала его, отправилась в город за лучшей жизнью. Они должны были вместе уехать, но только ухаживать за больной женщиной в планы девушки не входило. Значит, не судьба, решил тогда Ваня. Мать пролежала долго, все это время сын ухаживал и не покидал ее. Коварная болезнь не давала ни одного шанса, и скоро Ванька остался один. Отец бросил их, когда ему и года. Не было смысла ехать в большой город, он не видел. Время ушло, кому теперь он там нужен. Да и за время привык парень к суровой природе и одиночеству. А тут и место лесника подвернулось. Так и остался в родном поселке. От воспоминаний отвлек жалобный вой. Мужчина осторожно выбрался на тропинку и заглянул в яму. На глубине лежал волк. Его вой и слышал лесник. Браконьеры часто пользовались старинным методом ловли хищника. Не понимал такого Иван. Ради шкуры убивают ни в чем не повинного зверя. Технологии ведь такие уже пошли, что ни к чему это. Куртки уже не ровня меху и легкие, и греют во много раз лучше. Да только первобытная жадность в людях покоя не дает. Повесят на стены шкуры дикого зверя, а потом хвастаются, какие они охотники. А какие из них охотники? В открытой схватке дикий зверь одолел бы нерадивых сопляков. Да кто ж ему шанс такой даст? Подлостью пользовались гады. Волк по виду немолодой в яме находился давно. Снег помешал планам охотников, давно не проведывали ловушки. Зверь выглядел больным и уставшим. При виде человека лишь поднял голову. «Ну что ты тут делать будешь? Придется вытаскивать». Осторожно спустившись вниз, Иван все же держал ружье со снотворным наготове. Кто знает, как поведет себя зверь. Но хищник был слишком слаб, чтобы сопротивляться. Видать, вой, который слышал Иван, забрал последние силы животного. Он даже стоять на лапах не мог, и лесник понял, что от голода волку совсем туго. Аккуратно вытащив серого из ямы, он вздохнул. Если оставить его здесь, на снегу, замерзнет. Охотиться сам не сможет, да и не молод совсем уже. Зверье лесник знал хорошо, за годы работы приходилось ему не раз спасать то косулю, то лосенка. Выхаживал и отпускал назад, в лес. Люди и привыкли уже, что вечно у него кто-то живет. Пришлось вот и волка домой везти. Серый из состояния выходил тяжело, крайнее истощение и минусовые температуры на организм повлияли не самым лучшим образом. Судя по виду, когда-то это был матерый и крупный волк, возможно, даже вожак стаи. С возрастом место заняли более молодые, а пожилой волк выбрал свой путь. В стаях так происходит часто. Волки не бросают своих, старики у них занимают особое место, о них заботятся и присматривают. Но иногда, если сил еще много, хищники покидают стаю, не желая обременять соплеменников, особенно, если самка погибла. Волки вообще однолюбы, видно, так и произошло с серым. Возможно, он и неплохо существовал в своем одиночестве. Сил хватало для кормежки и спокойного существования, если бы не попалась на пути коварная ловушка. Ивану пришлось поместить хищника в доме. Собрав что только можно, мужчина накрыл животное, пытаясь отогреть, даже бутылки с теплой водой менял, обкладывая холодное тело. Логично решив, что собака недалеко находится в эволюции от волка, лесник от ветеринара принес антибиотики. Сначала уколы делал, потом вливал шприцом сквозь стиснутые зубы. Уходя, всегда оставлял миску с молоком и фарш. Вдруг проснется и поест. Прошло немало времени, пока это случилось. Вернувшись домой с объезда территории, Иван шумно оббивал снег, топая ногами, как вдруг заметил движение. Серый стоял на пороге и внимательно смотрел на лесника. Втянул ноздрями воздух, словно учуял родной запах, спокойно развернулся и пошел на свою лежанку. Две одинокие души приняли друг друга медленно, но уверенно. Серый шел на поправку. Когда лесник возвращался,
волк встречал его на пороге комнаты. Он не вилял хвостом и не лаял, как собака. Просто молча смотрел, будто хотел убедиться, что с человеком все в порядке, и шел на свое место. Между ними установился паритет, каждый уважал территорию другого, не претендуя на что-то иное. Казалось, хищник понимал, что его приютили, и ценил это. В один из вечеров хозяин пришел домой расстроенный. Сегодня день не задался, ему не удалось спасти рысь, попавшую в капкан. Когда он ее нашел, было уже слишком поздно. Бессилие против браконьеров, как обычно, вызывало злость и негодование. Он никак не мог понять, зачем люди убивают тех, кто не причиняет им зла. Рысь живет так далеко и настолько скрытно, что старается никак не показывать своего присутствия. А людям, чтобы самоутвердиться, надо обязательно покрасоваться перед остальными ценой чужой жизни. Опечаленный Иван не заметил, как Серый долго в упор наблюдает за ним, а потом животное встало и медленно подошло к человеку. Лесник ощутил на себе этот взгляд и поднял глаза. Секунду-другую смотрел на волка, а потом протянул руку. Хищный зверь, рожденный для охоты и выживания, колебался недолго, сделал еще шаг и уперся тяжелым лбом в подставленную ладонь. Он принял человеческую дружбу. Они и правда стали хорошими приятелями. Просыпаясь ночью, Ваня знал, его охранник не спит. Свое место он сменил на ковер у его кровати. Возможно, хотел отблагодарить за спасение, а может, просто посчитал лесника достойным такой почести быть охраняемым волком. С приходом весны Серый совершенно пришел в себя и оправился. Волк провожал и встречал Ивана, а потом и вовсе стал ходить в лес вместе с ним. Лесник был готов к тому, что появившийся друг покинет его. Все же зверь вырос и прожил свою жизнь в лесу, но волк не собирался никуда уходить, спокойно шел рядом, как хорошо выдрессированная собака. У него не появлялось никакой агрессии при виде мелкой живности, которую иногда доводилось спасать человеку. Он не рассматривал как добычу и домашнюю живность. Видно, твердо был уверен, что голодным человек его не оставит. Они действительно стали друзьями. Иногда посреди леса вдруг останавливался и молча смотрел на Ивана. Как только понимал, что человек его принял во внимание, разворачивался мордой в определенную сторону и словно прислушивался. Тогда Иван замирал и тоже слушал. Обычно это означало, что волк почуял людей. В глухом лесу туристы не встречались, и это означало одно: браконьеры. То ли запомнил волк с того дня, когда попал в яму, то ли интуитивно чувствовал неприятных людей. Срабатывало это безотказно, удавалось подобраться незамеченным и застать врасплох. Первое появление лесника с волком всегда вызывало ступор у нарушителей. Этого было достаточно, чтобы повязать их. Не один раз уже они сдавали полиции таких нерадивых охотников. Местные, кто знал, шутя называли волка духом леса и утверждали, что он пришел мстить за погибших в капканах зверей, а Ивану посчастливилось оказаться рядом в нужный момент. Так они и жили, человек и волк, вместе ели и вместе несли службу. На очередном обходе Иван вдруг понял, что его напарник куда-то пропал. Всегда находившийся рядом волк исчез. Лесник даже расстроился, решил, что зверь все же выбрал свободу. Мужчина привык и привязался к дикому другу, теперь ему стало грустно от того, что все закончилось так. Иван брел дальше по лесу один, задумавшись, когда вдруг услышал вой. Что-то ему подсказало, что это Серый. Лесник удивился и разнервничался одновременно. Что могло случиться? Спеша на голос волка, он недоумевал. Волк выл, не переставая. Наконец он его увидел. Серый просто сидел и, повернув голову в его сторону, протяжно выл. Увидев Ивана, нетерпеливо встал и двинулся навстречу, далеко тем не менее не отходя от того места, на котором сидел Иван. Заметил яму, прикрытую ветками. Опять браконьеры устроили, подумал он и заглянул внутрь. Внизу находилась женщина, перепуганными глазами глядевшая на волка. К появлению человека она очень обрадовалась. Потом оказалось, что Мария приехала в гости к сестре. Муж давно умер, а родная сестренка звала погостить. Ей понравилось в тихом и мирном городке у самого леса. В этот день,
Пока сестра была на работе, решила по грибы сходить. Место здешнее плохо знала, заблудилась почти сразу, а потом попалась эта яма, которую девушка не заметила. Когда падала, сильно повредила ногу, встать на нее могла только с трудом, а вот выбраться никак не получалось. Потом появился волк, и женщина решила, что так и сгинет тут, и не найдет ее никто. Когда Иван вытащил ее из ловушки, женщина категорически отказалась оставаться одна и ждать, пока тот приедет на транспорте. Пришлось соорудить подобие костыля и очень медленно продвигаться домой. Хвала Богу, с ногой ничего страшного не произошло. Осмотревший ее врач установил сильное растяжение связок, прописал компрессы, покой и никаких физических нагрузок. У Ивана как раз оказались хорошие настои, так что все было очень даже кстати. Зато потом они часто смеялись, вспоминая давнюю историю, сидя за чаем в уютном домике лесника. Они так больше и не расстались, шутя, рассказывая всем, что это волк ее спас, да и познакомил заодно. Волк открывал желтые глаза при звуке своего имени и внимательно смотрел на свою семью. Убедившись, что все в порядке, растягивался у камина и грел старые натруженные лапы. Пусть думают, что все произошло по стечению обстоятельств. Он то знает, что прежде чем позвать человека, волк внимательно наблюдал за попавшей в яму пленницей. Оценив ее как достойного кандидата, позвал своего лесника, а мог бы и не позвать. Между прочим, не ко всем людям он был лоялен. Память о тех, по чьей вине он оказался на грани смерти, не ушла. Но ему показалось, что эта женщина не такая. И он не ошибся. Чутье дикого зверя его еще ни разу не подвело. Ему было хорошо среди своих. Он воспринимал этих двоих как свою стаю. А за своих, как известно, волки порвут любого. Но у них все было хорошо, а значит, можно было вздремнуть. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.